Австрия. Холодное государство в январе. Мы в Вене. Здесь красивая архитектура, Моцарт. Холодно здесь. Австрия. 45 раз говорю. А что мне рассказывать про Австрию? Холодный январский день. Мы в Вене. Напротив оперного. Красивая архитектура, красивые люди, дорогие машины. Сувениры Моцарта, которые на каждом шагу продаются. Говорят, на ютубе искренность в трендах. Но вот я искренне говорю, что у меня без сценария ничего не получается говорить. Какие эти забытые ощущения после Барселоны, когда отмороженный нос. Я замерз. Моя новая рубрика «Шо опять?» Шо? Опять? Субботние мини-путешествия, дабы моим 2 подписчикам было что посмотреть на ютубе к чаю. Покупка билетов за 2 дня до вылета. Спонтанно, рандомно, умею, могу, практикую. Так, давай сразу с цен. Это же модно на ютубе. Кто ж не любит считать деньги, особенно чужие. 60 евро билет Ryanair, туда-назад, Барселона-Вена. Сутки в столице Австрии и сразу назад. Ну там отель 40 евро, ночь на двоих. Проездной по городу, сутки 8 евро. Ну а еда и развлечения тут у каждого по-своему. Меня лично угощала Викторовна. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Так и что посмотреть в Вене-то? Ну вот, это Венская опера. Это собор Святого Стефана. А это Wüstenrot-Gebäude. галерея Альбертина. А это Венская филармония. Ну и все, всем спасибо за внимание. Стал спиной к ветру и шумные машины. Посмотрим, как записывает моя любимая DJI Петличка. Спасибо, DJI. Это не реклама, а могла бы быть. Погуглив немного про Вену, минутка интересных, ненужных фактов про Вену. 2/3 жителей Вены живут в 200 метрах от парков. Действительно, очень много парков в этом замечательном городе. Наверное, где-то в мае, где-то летом, в июне, июле зелено и красиво, но пока что холодно и ветрено. И трамваи красивые проезжают. Факт номер 2. В Вене обитает около 250 видов летучих мышь. Не знаю, правда, неправда, пока еще ни одного не встретил. Может быть, потому что день, а может быть, потому что их тут нет. Но такой факт я тоже вычитал. Так как мне нужно забивать эфир чем-то интересным, посмотрим, как проезжает скорая. Быстро. Скорая проезжает быстро. Какой ты красивый. Ну, я тоже почти. Тут, кстати, в центре звезды в полу, как в Голливуде. Прикинь, есть даже звезда Сметани. Сегодня днем мы прогулялись по парку аттракционов Венскому. Красивый, большой, а за ним еще более огромный природный парк. Ну а мы с отмороженными руками нашли ми-ми-ми кафешку. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Ну, немного флешбека. Это мой 2-й раз в Вене. В прошлый раз я прилетал сюда в более теплую погоду осенью 2020 года. Помнишь эти времена? Пандемия, маски, все дела. Ну и прогуливаясь вновь по старым тропам, такое дежавю. Ноги сами меня несут по тем же тротуарам и местам, где был в прошлый раз. Красивая Вена с красивой архитектурой. И мы в поисках чего бы покушать. Ну, как всегда, голодные, с красными носами, замерзшие. На фоне красивого, интересного архитектурного строения. Что мы знаем про Австрию и про Вену? Вот я лично, шницель, Моцарт, вот еще что-то в гугле поищу. А так? Сегодня вот, например, я узнал, что через этот прекрасный город проходит река Дунай. Красивая, большая, широкая. Флешбеки с киевским Днепро. В поисках красивых кадров и использовании лог-формата, а также тестирования YouTube новичка и против солнца снимающего блогера, я не знаю, что рассказывать. Но говорят, искренность это сейчас популярно, модно у блогеров, да и для зрителя. Вот чтобы мне лично было интересно посмотреть на архитектуру, на красивые кадры,
на красиво смонтированные шутки, да и поиски аудитории, которой это тоже нравится. Шо ты? Мотор, ля. За моей спиной находится палац Хофбург, резиденция Габсбургов, насколько я вычитал. А еще, если немножко пройтись левее, это находится знаменитая, опять же, судя по Википедии, статуя Моцарта, известного нашего музыканта австрийского. Нашего, как будто я австриец. Немного далее сейчас пройдемся, посмотрим, подснимем. Моцарт. Люблю 4-ю симфонию, это же он написал, если я не ошибаюсь. Или это Бах, или это Бетховен. Где-то оператор сейчас делает фейспалм. Ваш покорный слуга, недоблогер с 2 подписчиками, учится писать какой-то сценарий к видео. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Гуру ютубного мира советует внедрять в ролик микроистории в истории. Да-да, классный сторителлинг, вот это вот все. Ну вот, зайдя в первую попавшуюся по пути кафешку, после часов прогулок, отморозив нос, руки, нас занесло в милое заведение. И прикинь, тут в меню есть сырники. Сырники Карл. Ну и мило причмокивая и облизывая вилку, они такие были очень вкусные. Кафе Силь, Вена, мое почтение. Венский музей, да, и тот же Хофбург за моей спиной. Не знаю, как меня будет слышно, потому что здесь напротив проводятся какие-то митинги австрийские. Полиция охраняет, флаги австрийские. Ребята с фотокамерами. Ну и я немножко даю репортажа. Статуя какого-то принца на коне. А еще мы до сегодня находили 17 километров. Если кому-то не нужна эта информация, привет передаю. Татьяна Валерьевна, здрасте. Ночная Вена тоже также изумительно и прекрасно. Милые трамвайчики, в которых можно и погреться, кафешки, оживленные улицы. В середине января, конечно, уже нет того вайба рождественского, но все-таки ночной город не спит. Ах да, день пролетел быстро, не оставив за собой и следа. Многие меня спросят. Ребят, вы меня все спрашиваете, почему... Кто нахуй тебя спрашивает? Ну, правда, никто меня Кто не... тебя спрашивает, кто тебе пишет? Что ты вот рассказываешь такую херню? Типа, кто тебя что спрашивает, рассказывает? Серега, а почему видео такое длинное-то? Ну а ты сам попробуй достать в этот холод каждые 2 минуты телефон в руках. Спасибо оператору, кстати. Сумбурный день, сумбурное видео. Тёмики-бомики, папа.